Вот так приклеиваем пенопласт к полу. Ушло 4 мешка, надеюсь, хватит по 25 килограмм. 4 мешка клея. В этой комнате мы установили маяки, выровняли их по лазерному уровню. Пол очень кривой. Видно, как он в центре прогибался. Это из-за того, что у нас перекрытие кривое. Это шатровая панель в хрущевке. С одной стороны эта панель, сколько у нас, 8 сантиметров, с другой 14. Поэтому на вот таких интересных пешках для гипсокартона мы выставляем маяки по уровню, по лазеру. Соединяем между собой маяки на тоже пластиковых, как они называются, крепления, да? Да, крепления для установки маяков. Продаются в строительном магазине. Поэтому у нас тут шов незаметный. Отрезаем кусок маяка, снизу поджимаем и образом соединяем. Сетка у нас независимая, она не соединяется с маяком, поэтому если мы ее приподнимем, то мы можем по сетке ходить. Она будет прогибаться, но при этом не будет цеплять наши маяки. Подготовка к заливке стяжки закончена. Значит, очень интересный заказчик попросил сделать стяжку, которая бы никогда не трещала. Поэтому мы решили заливать бетон, то есть с пропорциями одно ведро цемента, значит, одно ведро отсева, 2 ведра песка и 5 ведер щебня фракции 5-10. Подготовку сделали под маяки. Внизу поклеенный пенопласт стирадор. Есть усиление арматурой десяткой. Это будет, грубо говоря, будет еще одно перекрытие. Средняя толщина стяжки 5 сантиметров, 5-6 сантиметров. Вот будем завтра пробовать заливать и посмотрим, что из этого получится. Вот и все. Дальше сверху будет самовыравнивающая смесь по маякам. Протянем слой миллиметра 2-3.
И готово. И ламинат.